Всем привет! Сегодня на обзоре у часового вот такая вот новинка от Wuben. Это модель H4, которая выдает аж 800 люмен. Относится к серии ECL Easy Carry Light. Не совсем обычная упаковка, ну как на мой взгляд, мне такие еще не попадались. Вот такой вот веселый паренек нарисован, у которого вместо лба стоит фонарик. При желании жмете на паузу и читаете, а я озвучу основное. Итак, максималочка 800. У нас есть два светодиода, два отражателя, естественно. Один выдает 4000 кельвинов, второй 6500 кельвинов. 300 люмен они могут светить в максимальном режиме, 150 в среднем, 15 в минимальном, и работает от 3 часов до 33. Также есть красный свет, который может мигать, может просто гореть, выдает он 15 люмен, весит данный фонарик 49 грамм, не боится воды, IP68 защита, но в нем есть еще и другие фишки, которые мы увидим когда его распакуем и посмотрим, что же там внутри. 5 лет гарантии, я так понимаю, учитывая вот эту вот наклеечку. Итак, открываем. Аккуратно вытаскиваем, снимаем еще одну упаковку, вытаскиваем фонарь, и дальше у нас есть крепление на голову и USB-C шнурочек. Крепление на голову с инструкцией, как же его прикрепить к фонарю. А вдруг вы не пользовались такими? Сразу скажу, тактильные ощущения приятные. Такой шероховатый матовый пластик. Кремово-бело-серый цвет данного резинового крепления. Оно у нас идет перфорированное, на ощупь приятное. Внизу имеем силиконовую полосочку. Я думаю, это для более плотного крепления, хотя некоторые пишут, что это для того, чтобы пот не стекал. Но я думаю, для того, чтобы пот не стекал и не образовывался, здесь как раз есть перфорация. Бодрые надписи ECL Innovation, Wuben. В общем, ремешочек, первое впечатление производит очень приятное. И, собственно, сам фонарик. Как вы видите, внизу есть вот такие блестящие детекторы движения и приближения. Для чего? Естественно, для бесконтактного включения. Давайте проверим. Для начала нам нужно снять вот такой вот синюю штуку. Обычно она клеится зачем? Затем, чтобы вы знали, что внутри стоит предохранительная пленка и аккумулятор изолирован. Так как довольно легко открылось, поднимайте вверх, на себя тащите, и что внутри? Правильно, аккумулятор, который, естественно, стоит с защитой. Но это еще не все. Здесь можно поставить 3 элемента ААА. На мой взгляд, интересный вариант. Мало ли у вас сел аккумулятор, вы его достали, он имеет отдельный порт USB-C, вы его заряжаете, а пока поставили резервный элемент 3 батареечки. На мой взгляд, отличный вариант. Фанаты Найткора скажут, да у Найткора такого было полно. Согласен, не буду спорить, но давайте посмотрим, что же предлагает нам Wuben. Итак, аккумулятор на 1700 мА очень неплохо для такого форм-фактора. Контакты, кстати, довольно интересные. Вот смотрите, с одной стороны и с другой. Можно ли ошибиться? Давайте попробуем ошибиться. Ошибиться не получится, вот такой вот предохранитель стоит. Вставляем, закрываем. И немножко по дизайну и по качеству самого фонаря. Дизайн необычный. Нравится ли он мне? Да, он мне нравится. Единственное, 49 грамм здесь или больше, вот здесь нужно будет проверить с помощью весов. Скорее всего, это без аккумулятора вес, что-то мне так кажется. Хотя могу ошибаться. У нас идет вот такая вот тир-оптика. Это стандартная для Wuben. У них разные интерпретации, но чем-то они все похожи. Вот такими вот мелкими элементами. И они дают хорошее ровное пятно. Мы даже можем видеть немножко внутренности вот здесь. То есть у нас он частично прозрачный и частично такой вот бежевый пластик на ощупь. Такой пластиковый софт-тач. Приятный. Надеюсь, не марки, но по крайней мере следы вы на нем точно не оставите. А живучесть это уже покажет время. Угол меняется вот в таких пределах. Фиксируется хорошо. Такой вес явно не сдвинет данное крепление. Вы спросите, как же он светит? Удаляюсь на 2 секунды на чтение инструкции. Прошло немножечко больше, наверное, целых 5 секунд, поэтому я успел одеть вот этот ремешок на голову и подробненько на опыте сейчас вам расскажу про этот фонарь. Итак, оказывается, оптика отличается не только температурой света 6,5 и 4000, а еще и тем, что это ближний свет, а это дальний свет. Ближний теплый свет у нас активируется вот таким вот пыптиком, чтобы вы не перепутали, и приблизительно вот таким образом он светит на улице. Он дает равномерную засветку, и даже с ближней дистанции он не засвечивает объекты, он очень подходит для ближнего света, а для дальнего, к сожалению, он никак не подходит. Я также думаю, что это хороший вариант, к примеру, для ловли карпов. Вы проснулись в палатке, звучит сигнализатор, вы выскакиваете, не знаете, куда бежать, включили вот этот свет, он на 180 градусов все освещает, раз-раз, и нашли, куда бежать. Хотя, конечно, если будут там и другие рыбаки, они вам расскажут, что они думают о вашем фонарике и, естественно, о ваших 300 люменах.
Второй светодиод выдает 6500 кельвинов по температуре света. Это такой белый свет без примеси синего. В принципе, нормальный. Он уже дает выраженное мягкое центральное пятно, которым можно немножечко посветить вдаль. Это вот приблизительно таким образом выглядит. Остается все та же широкая боковая засветка, но есть центральное пятно и, естественно, вы можете смотреть вдаль. Из особенностей, если вы заметили, вот сейчас включено 15 люмен, я переключаю теплый свет, холодный свет. Давайте сделаем мощнее. Переключаю опять на теплый свет, выключаю. Как вы заметили, вы выбираете режим света. То есть 15 люмен будет работать как для дальнего света, так и для ближнего. То есть нельзя настроить, например, ближний свет на 15 люмен, а дальний на 300 люмен. Тот режим, который вы выбрали, он работает для обоих светодиодов. Как обычно, жаловаться на отсутствие одного люмена я не буду, потому что данный фонарик у нас не ручной, а налобный, у него немножечко другие задачи. И если им начать светить в подъезде, то это будет выглядеть приблизительно так. Хорошо видна разница между дальним светодиодом и ближним светодиодом. А вот то, что нет возможности включить одновременно два светодиода, на мой взгляд, небольшой недостаток. Потому что я бы хотел включить и тот, и добавлялось бы, во-первых, несколько режимов, а во-вторых, у вас бы был и дальний, и ближний свет. Конечно, вы их можете включить, но только в режиме турбо. Вот такой угол засветки мы получаем. Если убрать свет, то это выглядит таким образом. Как вы видите, конечно, не 180 градусов, но где-то 170 градусов света у нас получается. Производитель заявляет, что турборежим будет работать около минуты. Я замерил. Турборежим для фонаря H4 Wubin. Запускаем секундомер. Смотрим, 784 люкса. Как только люксы начнут активно падать, естественно, секундомер останавливаем, и это будет время работы в турборежиме. Пошла резкая просадка по люксам, поэтому что? Переходим в режим секундомера и смотрим минуту 25 секунд. Приблизительно столько. Здесь работает турборежим, дальше он падает в 350 люмен. Больше, чем заявлял производитель. Но, конечно, хотелось, чтобы можно было одновременно и в 15 люмен, и в 150 люмен включить режим двух светодиодов. А так в режиме турбо он получается из 800, переходит в 350 и дальше там светит около 2 с копейками часов. Турборежим включается только при включенном фонаре, независимо какую кнопку вы нажмете. Ну, вот, к примеру, давайте это нажмем 2 раза, и мы перейдем в режим турбо. На улице это выглядит все вот таким вот образом. Как видите, ближний свет предназначен максимум до 10 метров. Чтобы просветить немножечко дальше, нужно включать дальний светодиод, либо же, конечно же, включать режим турбо. А пока, я думаю, вам, как и мне, будет интересно достать аккумулятор и проверить, а возможно данный аккумулятор может выступать в виде такого мелкого пауэрбанка и какое напряжение на вот этих вот контактах. А на контактах у нас осталось всего лишь 3,74 вольта, то есть аккумулятор скоро разрядится. Заодно мы сейчас вставим их в фонарик и посмотрим, как об этом нам сообщает сам фонарик. Плюс еще мы сейчас проверим, попадают ли сюда батарейки. Вернее, насколько удобно они сюда попадают. Конечно же, на батарейках данный фонарик проработает где-то в 2 раза, а то и в 2,5-3 меньше. Но по яркости он меня немножечко удивил. Смотрим. В режиме турбо на аккумуляторе фонарик показывает вот такие вот цифры. И вот такая вот яркость в режиме турбо на батарейках. Как вы видели, падение совершенно небольшое, в пределах 20%. Для батареек это очень неплохо. На глаз это практически не видно. И пока не забыл, давайте проверим. Возможно, он может не только заряжаться, но и выдавать электричество наружу. Фонарик молчит, потому что фонарик тоже выдавать, к сожалению, не умеет. Мечта о мини-пауэрбанке не сбылась, поэтому я попробую еще максимально зарядить. Если вдруг он начнет отдавать, я, естественно, подсниму и прикреплю в видео. А пока ставим аккумулятор на место. Сразу вам покажу, как все это дело открывается. Первый раз я открывал долго, но это было все с непривычки. А когда вы уже немножко к фонарю привыкли, все это дело делается быстро. Кстати, о защите от дурака, она здесь есть. Как видите, с одной стороны холмик, с другой стороны холмика нету. И вот туда, куда холмика нету, вот этим выступом мы и вставляем аккумулятор. Он вставляется, кстати, и сюда, но просто контакты не соединяются. Конечно же, батарейки я брал щелочные, и они были свежие. Если вы возьмете не щелочные, там будет ситуация очень печальная. А вот таким образом нам фонарик сигнализирует о том, что у него батарея заряжена от 15 до 40%. Если начнет мигать, то меньше 15 и уже явно стоит заряжать. Если все заряжено, то здесь вначале горит синий светодиод, потом он мигает. То есть 4 уровня градации заряженности аккумулятора. Включили. Загорелся либо синий, либо же красный светодиод, который мигает как в синем, так, естественно, и в красном цвете. И, конечно же, не стоит забывать, что в фонарике есть датчик движения. Для того, чтобы его активировать, включаем фонарик, зажимаем 2 клавиши. И когда мы видим, что внизу начинает вот так вот плавно мигать синий светодиод, то режим датчика движения включился. Естественно, если я второй раз нажму, я выключу, а вот так вот могу переключаться на тот режим, который мне нужен. И датчик продолжает работать. Датчик мне понравился. Работает он приблизительно на 10 сантиметров. И на таком расстоянии он безошибочно срабатывает. Как видите, датчики направлены немножечко вверх, и поэтому движение снизу их не интересует. Это, кстати, очень удобно. Поэтому, если вы махаете только выше датчиков, вот так вот рукой,
лево-право, а вы можете его включить, а если что-то там делаете, не знаю, очки поправляете, то он у вас не срабатывает, и это хорошо. Для чего нужен датчик движения? К примеру, для рыбалки у вас грязные руки, либо же вы чините автомобиль, а под автомобилем темно, либо же работаете где-нибудь в подвале и, естественно, не хотите пачкать, а вот такой вот красивый фонарик. Махнули рукой, включили, махнули, выключили. Отличный вариант, на мой взгляд. Давайте проверим, сколько вариантов изменения наклона фонаря есть. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 степеней изменения наклона, ну, еще дальше наклонять, я думаю, смысла нету, да, он и не наклоняется. В общем, 7 степеней наклона, держится он хорошо, никаких шансов нету, то, что он вниз как-то провернется, несмотря на то, что он прям не 20 грамм весит. В общем, крепление фонаря получилось довольно-таки удачное, можно пользовать. Тем более, зачастую такая фишка практически к цене ничего не добавляет. И, как я уже говорил, данный фонарик можно использовать при езде на велосипеде. Я это дело все проверил, а вот таким образом это все выглядит. От ближнего света практически никакого толку при езде на велосипеде, конечно же, нет, потому что ничего не видно. Зато если мы используем дальний свет, то вполне себе можно спокойно передвигаться. Можно, конечно, в режиме турбо, но хватит его максимум на 1,5 минуты. Вы спросите, а будет ли данный свет слепить встречных водителей? Конечно же будет, потому что угол засветки очень широкий и, естественно, слепить он будет. И пока не забыл, здесь же есть еще красный светодиод. И, как видите, у него есть не только центральное пятно, но и боковая засветка. Вот таким образом ее можно рассмотреть в темноте. И несмотря на то, что здесь всего лишь 15 люмен, за счет того, что они сфокусированы практически все вот в этом луче, то даже ночью с помощью данного света можно передвигаться. В подъезде это выглядит вот таким вот образом. Кроме основного света, у красного светодиода еще есть режим мигалки, обозначить себя, к примеру, на дороге, и режим SOS. И тут вам даже кто-то может помочь, конечно, если кто-то будет знать азбуку Морзе. Выключается также долгим нажатием, собственно, как и включается. А вот таким образом данный фонарик светит на улице. Баг, который я обнаружил. Во-первых, низ фонарика сделали прозрачным. С одной стороны, выглядит все это довольно прикольно, а с другой стороны, это освещает вам лицо. И если вы не надели кепку, то с этим можно мириться, практически никак не влияет на ваше зрение. А вот если вы одели кепку, а я люблю сверху одеть кепку, когда я одеваю такой фонарик, то за счет широкого угла засветки большая часть цвета отражается вам на лицо и в глаз. И вот с кепкой использовать, на мой взгляд, его, к сожалению, некомфортно. Но если вы направите вот так вот, то проблем не будет. А если вы используете вот эти вот два верхних положения, то свет от кепки отражается и попадает вам в глаза. Мне немножко не понравилось, поэтому если кепку одеваете, ну вот так вот хотя бы делайте угол. И, казалось бы, на первый взгляд, вот такое решение выглядит очень интересно, прозрачный низ, но, как видите, есть небольшие нюансы. В водонепроницаемости я данного фонарика абсолютно не сомневаюсь, но давайте на всякий случай мы это все дело сейчас проверим. Как и ожидалось, вода внутрь не попала, потому что по кругу есть защитная резинка. По этому вопросу с водонепроницаемостью закрыт. Смело можете нырять с ним в море. Шучу, использовать под дождем можете без проблем. На мой взгляд, фонарик получился довольно-таки сбалансированный. При цене со старта 29 евро, двойное питание, аккумулятор на 1700, который идет в комплекте. Очень-таки неплохой фонарик. Но я бы рекомендовал брать, конечно, в черном цвете. В этом цвете его тоже тяжело выпачкать, а в черном практически невозможно. И если вам нужен налобник с дальним ближним светом, чтобы разная была температура свечения, чтобы был датчик, с помощью которого вы можете включать и выключать фонарик. Плюс еще хотите, чтобы был вот такой вот красный светодиод, двойное питание от батарейки от аккумулятора, то я думаю, данный фонарик очень неплохое решение. К тому же у фонарика довольно интересный дизайн, незаезженные формы, так что данный фонарик я смело рекомендую.